Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк. И сегодня у нас растения и коты. Что касается растений, мы сидели, смотрели, что у нас тут растет возле террасы. И потом вспомнили, что надо бы сходить проверить, все-таки это калина бульдонеш или калина обыкновенная. Короче, насыщенный день. Смотрите. Так, вот еще раз, вот это по центру, вот это большое, это ослинник. Да, слинник. Он сам вырос. Ну, какое-то обидное название у него. А вот тут вот правее пасконник. Ослинник и пасконник рядом, да? А пасконник это за петухом вот этим, за вороной вот это или нет? Нет, это вот за... Вообще в углу, между да? фонарем, нет, между вот фонарем и птичкой. Между фонарем и птичкой там пасконник, да? Да. А это ослинник. Тоже сам вырос. А у тебя на первой линии растет кому В этом заблагорассудится. году я разрешила расти всем, как им хочется, не ограничивая. Никого не сажала, никого не пересаживала и сказала: растите как Ну это же хотите. такой стиль пофигизма какого-то. Ну, у меня сегодня после этого ковида, у меня просто не было сил все это делать, и поэтому... Ну да, после ковида, конечно, лучше. Поэтому они все... Поэтому Я ослинники дала им накинули. свободу, я им дала свободу, волю. Слушай, ну у него же есть научное название. Не Есть может же он быть. энотера называется. Ослинник это эмотера? Энотера. Энотера. Да. Еще как-то называется ночная свеча, как-то так называется. Нет, ну это хорошо, что у него такое По-немецки, название. Нахтгерцен, Энотера. по-моему. Слушай, ну а в итоге этот ослинник, он чем нас должен удивить? У него там, ну плодов у него не будет, я не знаю там. Ну, цветочки будут. Цветы Это какие-то, да? по-немецки это Нахткерцен, то есть ночная свеча называется. Нахкерцен. Кажется, Начинается, да. да? Я, конечно, не совсем уверена. Ну то есть он должен в итоге зацвести. Да, желтыми цветочками. Желтый. Обалденно. Слушай, а вот это что у тебя за маленькая, на тыкву похоже? Нет, ну да, вообще-то правильно. Вот ослинник двухлетний называется. Ослинник двухлетний, то есть он еще на Да. следующий год нас порадует. Энотера двулетний. Нет, смотри. Нет, он на первый год он не цветет, а на второй год зацветает. Так, а потом в этом всё. вот он еще не будет цвести. Нет, вот в этом году он уже будет цвести. А, потому уже что я будет. его прошлой осенью я его оставила. Слушай, Потом там еще вот это. Слушай, это такое впечатление, что ты хотела загородить нам видимость на озеро. Ну, вообще-то говоря, вот этот вот ослинник, он как раз вот напротив дивана. Я даже рада, что он вырос, потому что все, которые на лодках тут и на досках проплывают, они все смотрят. И я тут как раз у меня какая-то небольшая загородка от А них. чтобы ты могла им рукой махать. Ну, они все как-то... Они бы тебе махали веслами в ответ. Плывут мимо, и все сюда смотрят, и как бы... Не, ну это часть аттракциона, вот плыть вдоль берега и смотреть, кто там на берегу чем занимается. Да. И как да. раз напротив дивана он вырос, и очень хорошо, очень удобно. И маскирует тебя, Маскирует, да? Отлично. Ладно. Как погода какая-то странная сегодня. Вроде тепло, тут 20, Да 25 хорошо. градусов, да. А солнце не жарит. И Очень хорошо. мне как раз в темных очках вообще великолепно. Первой линии. Можно сходить и проверить, вот это калина обыкновенная там или все-таки бульденеш. Если там вот сейчас плоды завязались, Ну, бульдонеш это или калина обыкновенная. Потому что, да, Да. у меня народ 100% в комментариях говорил, что это бульдонеш. я И их считаю, только несколько голосов было одиноких, что это просто калина я обыкновенная, ставлю не на бульдонеш. обыкновенную. Я ставлю на, А ты? на то, что покажет твой этот. Я ставлю на технический прогресс. Тогда обыкновенная. Что твоя программа покажет, то оно есть. Оно, вообще-то она показывала обыкновенно. Обыкновенная, да. Но там, если есть ягоды, значит это... Да, если есть завязались ягоды, значит это обыкновенная. А если нет бульденеш, ягод, то это бульдонеш. да, ягоды. Ладно, пойдем. Хорошо, я согласен. Вперед. Сейчас, что ли? Я не пойду сейчас. Нет, а когда мы пойдем? Вечером. Вечером? Да, мы сейчас только выйдем, солнце как начнет жарить. Не, ну давай вечером пойдем. Хорошо. Хорошо, и надо отчет будет снять, потому что люди-то, зрители переживают же, все-таки бульдонеш или не бульдонеш. Да никто не переживает. Как никто не переживает? Да все переживают. Что там будут эти? Нет, ну мы, как обещали, Ну, еще, идем может быть, и рано. бульдонеш проверять идем, да? Может быть, еще рано. Еще, может быть, ягоды не завязались. Нет, ну мы хотя бы посмотрим, может там завязи есть какие-нибудь, уже это будет Я доказательство. даже не помню, где этот куст находится, если честно. Ну я примерно помню. Вот это черешня большая, но она нам не Смотри, у нужна. Маргариты вот эти вот какие-то елки. Смотри, какие растут.
У них Маргарета, такие- да, у нее по бокам две елки, почему-то Какие-то макушки у них. макушки у как нее. рога. Так, кто это звук издает? Это какая-то птичка. Вот какой участок. Мне нравится. Там такие Ну вот она не заросли. стала стричь. Ну, правильно сделала. Ну а что правильно сделано? У нее непролазно теперь стало. Ну что? Что у них настоящий, как это, лук, лужок. Ага, плуг, лук, плуг. Лук, лужок. Так, ладно, это у нас черешня. Это я могу и без программы определить, потому что там эти Да, ягоды там висят. Такое большое дерево. Да вот гигантское это дерево и... гигантское. Ну, у них, конечно, такая черешня, она, ну, как сказать, еще та старая, мелкая. Ну, она мелко черешня, да. Да, Вот, смотрите, вон черешни полно. Полно. Так. Ладно. Короче, мы идем. Как дойдем, будет новое включение. Так, а наши голоса услышал Арчик. Откуда-то вышел. С поля вышел. Ну, или с поля, да? Махусенька Я говорю, моя. я с вами пойду определять растения, Слышишь, говорит. как он говорит? Да, он что-то говорит нам. Махусенька моя. Ух ты. Я, говорит, я с вами пойду. Я, говорит, тоже все растения знаю. Молодец, хороший. Ну, пойдем. Смелый котик. Он очень смелый. Там впереди какие-то голоса, сзади голоса. Ой, потерся, он об ногу потерся. Махунечка. Ой, красунчик. Ну, как ему так нравится. Хороший. Там как раз какой-то дядька. А дальше он боится. Там какой-то дядька около этого куста. А вот это у нас лещина. Там орехи вон скоро будут. То есть это тоже не то, что ему... Так, Арчик говорит, я дальше не пойду, там дядька какой-то стоит. Да. А вот там какой-то дядька стоит, действительно. Ну, пойдем, а что Будешь с ним делать? разговаривать? Нет. Viburnum opulus. Das ist lateinisch. Короче, у нас получился разговор с хозяином. Это дедушка вот этот, это хозяин одной фабрики, ну, очень известная фирма из Форарберга. Они занимаются упаковками. Вот сейчас он приехал из Румынии, в Румынии 2 фабрики открыли. И с ним поговорили. Да, он говорит, ягод не бывает. То есть это действительно бульдонеш. Хотя вот программа Ирины определяет это как калина обыкновенная, но нет, это калина бульдонеш. То есть генетически измененная. Ладно, пойдем с Арчиком тут побеседуем. Вот. Он там с собакой общался недавно. Собака на поводке была. Мы издалека смотрели. Ну, Арчик молодец, конечно. Вот наш героический Арчик. Меня шарахнулся больше, чем от собаки. Арченька, пошли домой. Пошли, видишь, тут с собаками гуляют. Дедушки какие-то ходят, машин понаставили. Пойдем домой. Арчу. А вот и Анфисончик нарисовался. Вот у нас кот Вилли. Кошечка. Ну, ты хорошая девочка. Пойдем, такая. ветчину есть. Не, она не пойдет. Вилли пошел навстречу. Сейчас будут общаться, у них общение сейчас Муркаться будет. будут. Муркаться будут, да. О, уже. Девочка начал. Да, она такая. Анфисуля, иди сюда, моя хорошая. Иди, моя умничка, иди сюда. Хватай. Короче, всех котов поймали, а потом под покровом ночной темноты у нас была акция. Мы здесь, вот в этом месте, на поле поставили камеру. Ирина положила приманку, мы поставили камеру, и камера засняла вот это существо. А я вас попрошу делать свои предположения, кто бы это мог быть. Их было 2, вот таких. А я потом включу более подробно в какой-нибудь другой ролик сюжет вот про то, что сняла у нас скрытая камера. Итак, творческое задание, что это было за животное. На этом все. Пока-пока.